Всем привет, меня зовут Мила и добро пожаловать на мой канал. Давно меня не было, и я решила это исправить. И на моем канале давно не было столярных дел, так это назовем. Работа с моими любимыми деревяшками. Как-то в комментарии мне писали, чтобы я побольше снимала и делилась лайфхаками и всякими штучками для кошек. И я подумала, почему бы и нет. И сегодня мы будем делать лежанку с крышей для кошки. Мы уже делали двухъярусную кровать для кошек. Ссылочка, кстати, будет вот здесь вот и в описании. После просмотра этого видео обязательно переходите и посмотрите. Получилось очень красиво, и мои кошки очень любят эту кровать. Она у нас стоит на подоконнике, и кошкам очень нравится наблюдать, что происходит на улице, и видно все, что творится в комнате. А сегодняшнюю лежанку с крышей такой вот мы будем делать, тоже будет стоять на подоконнике, только уже с другой стороны окна. Я уже делала подобную лежанку, немного в другом дизайне. Там я покрывала все морилкой, и ярко-рыжего цвета были подушки. Вот, кстати, я сделала таких две, и эти две лежанки обрели свой дом. Так, я уже нарезала бруски по размерам. Все размеры будут внизу в описании под видео, и будет вот такой вот шаблон. Это у нас шаблон деревяшки для крыши. Я решила оставить для вас шаблон, так будет удобнее, чем я бы объясняла, под каким углом вот эти вот срезы отрезать. Когда мы все нарезали, нам нужно будет шлифовать все эти бруски со всех сторон, чтобы они были гладкие. Хоть мы и будем в конце покрывать краской, все же нужно, чтобы все стороны были очень гладкие и было безопасно для кошек. Кстати, я похвастаюсь вам своей новинкой, своим приобретением. Это шлифмашинка. Кстати, очень советую покупать с таким вот мешком для мусора, чтобы у вас меньше вообще в помещении было пыли. Я купила вот такие наждачные бумаги круглые, номер зерна 500 и 1000. Сейчас я подумаю, что мне лучше использовать. Наверное, возьму сразу 1000, потому что они, в принципе, не такие уж и неровные. И приступим. С шлифованием мы закончили. Теперь приступаем к сборке. А перед этим нам нужно везде просверлить сверлом номер 3. Я буду сверлить вот такой вот отверстие, а потом уже саморезы будем вкручивать, чтобы наши бруски не лопнули и так далее. Итак, вот здесь у меня все нарисовано. Значит, нам нужно собрать вот такой вот каркас. Нам нужно сейчас собрать переднюю часть вот такую, заднюю часть, и потом это соединить боковыми. Начнем с передней. Покажу вам примерно, как получается. Берем два бруска длиной 37 сантиметров. Между ними у нас разница 6 сантиметров. Примерно так. Берем два бруска длиной 30 сантиметров, и они у нас будут вот так вот размещаться. Нам нужно собрать две такие конструкции. Нам нужно соединить вот эти две горизонтальные и две вертикальные между собой саморезами. Для этого нам нужно просверлить сначала, чтобы было отверстие, и потом вкрутить саморез. Мы будем просверливать отсюда и отсюда. Поэтому эти бруски немного убираем. Собираем все бруски, все 4 штуки воедино. Вот так вот вместе их. И прочерчиваем вот на ширину бруска. Чертим. 6 сантиметров разница между брусками 37 сантиметровой длины. И потом еще один. Вот так вот у нас получилось. Нижний брусок, верхний брусок. Эти точки у нас, это нам нужно будет просверлить отверстие
а потом туда вкрутим саморезы. У нас получается 2 в эту сторону, 2 в эту сторону. А также, когда у нас бруски будут соединены вместе с горизонтальными брусками, нам нужно будет соединить как-то их, вот такую конструкцию переднюю и заднюю нужно будет соединить средними брусками. Вот у нас это передняя, там задняя, и у нас вот 31 сантиметр длиной бруски есть средние, и на крыше одна. Поэтому нам нужно здесь сделать отверстие также, куда мы будем вкручивать саморезы, соединяя с бруском 31 сантиметр. Потом сделаем их сразу, эти отверстия. Почему они у нас внизу, вот здесь вот? Потому что вот сюда у нас уже вкручивается саморез, соединяются эти горизонтальные бруски. Вот так вот. Значит, у нас здесь уже есть саморез. Для того, чтобы соединить эту сторону, этот брусок, нам нужно спуститься чуть-чуть и соединить ее вот так. Саморезы у нас будут вот так и вот так. Никому ничего не мешает. А вот так вот. Они у нас будут с этой стороны. Вот брусок длиной 31 сантиметр. И у нас этот брусок станет вот так вот. Тем самым соединяется вот этот вот средний брусок вместе с другими конструкциями. С этой стороны и с этой стороны то же самое будет. Как я определила эту точку? Я внизу просто поставила вот так вот брусок на эту сторону. Вот это у нас такой угол останется внутри лежанки. Сделала черточку. И сантиметр снизу и сантиметр сбоку ставим точку. Здесь то же самое. 6 сантиметров разница между брусками вот этими и средними тоже. Сантиметр снизу, сантиметр сверху и точка. Здесь то же самое у нас. Вот у нас брусок идет. И сверху сантиметр вниз и по центру ставим точку. Здесь то же самое. Я надеюсь, я понятно все объяснила, как нам нужно будет сделать эти отверстия. Теперь убираем бруски длиной 37 сантиметров и оставляем только бруски длиной 30 сантиметров. Сделаем везде отверстие. Здесь, здесь. Эти детали у нас просверлены. И теперь нам нужно просверлить деревянные детали длиной 37 сантиметров. Для этого мы возьмем 2 детали длиной 30 сантиметров, которые мы просверлили здесь, и боковые. Одну отложим, другую возьмем. Деревянную деталь длиной 37 сантиметров мы вот так вот укладываем. То есть нам нужно продублировать вот эти вот боковые отверстия на деталях, с которым будут соединяться саморезом. Там, где у нас уже есть отверстие, мы снова просверливаем, но уже вместе с бруском длиной 37 сантиметров. Это нам нужно для того, чтобы когда мы будем вкручивать, наши отверстия совпадали и саморез. Если будет криво, то когда мы будем вкручивать саморез, у нас может сдвинуться вот так вот. Или наоборот, вот так вот, если отверстия будут неровные. И также нам нужно сделать со вторым бруском 37 сантиметров длиной и с другой стороны то же самое. Самое главное потом не запутаться, где какое отверстие с другой стороны. Переднюю часть мы просверлили. Теперь это откладываем, чтобы не запутаться. И берем другие боковые, вертикальные и горизонтальные по 37 и делаем отверстие точно так же. Чтобы соединить бруски длиной 30 сантиметров и 27 сантиметров, нам нужны саморезы, которые захватят и этот брусок. А именно 6,5 сантиметров длиной саморез. Ну что, начинаем собирать. Берем брусок длиной 30 сантиметров, укладываем вот так вот и вот так вот. И еще один брусок
длиной 37 сантиметров. И соединяем сначала одну сторону, вот так вот, потом другую. Я забыла совсем. Для того, чтобы шапочка самореза у нас утонула туда вот и не выпирала вот так вот, нам нужно взять более большое сверло и сделать такие углубления. Здесь, здесь, в общем, везде, где мы сделали отверстие. Возьмем сверло побольше, например, сверло номер 7. И вот теперь, когда у нас уже углубление готово, мы можем начинать сборку. Готово. Одна конструкция готова. Нам нужно сделать еще одну такую же. Эти две детали у нас готовы. Две такие конструкции. Теперь нам нужно соединить эти две детали с боковыми. Боковые у нас 31 сантиметр длиной бруски. Их у нас 5 штук. Это 4 на каркасе и 1 на крыше. Берем переднюю часть. Ну, неважно, они одинаковые, передняя, задняя. Теперь нам нужно вот на этих брусках длиной 31 сантиметр, то есть 2 здесь и 2 там, общее 4, сделать вот здесь вот отверстие, так же, как и мы делали на брусках длиной 37 сантиметров. Нам нужно подкладывать вот так вот ровненько. И в уже существующее отверстие мы снова просверливаем для того, чтобы захватить этот брусок. Мы оставили подлиннее, чтобы захватить 2 бруска. Соединим это все саморезами. Нам нужны саморезы длиной 4,5 сантиметра. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно перевернуть все. Укладываем сверху конструкцию. Нам будет легче просверлить все эти стороны и сразу же вкрутим саморез. Готово. Я вот думаю, крепко держится. Или все-таки нам нужно сделать уголки, для того, чтобы еще лучше держалось. Мне кажется, держится прям очень крепко. Наверное, я не буду делать уголки, еще ставить, хотя хотела, потому что и так очень крепкое. Ну что, мы молодцы. Пока весь каркас отложим и приступим к крыше. Нам нужно склеить их для начала на жидкие гвозди. У нас должно получиться 2 такие вот детали. Мы приклеили деревянные детали крыши друг с другом, и пока они схватываются, мы прибьем дно к этой конструкции. У меня есть вот такие вот детали, они тонкие деревянные брусочки, и вот такие еще. Я подумала, что мне 3 не хватит, поэтому взяла еще то, что было. Итого у меня 5 тоненьких брусочков по 35 сантиметров длиной. Расположим примерно все на глаз и будем прибивать на вот такие вот маленькие гвоздики 3 сантиметра длиной. И все это сейчас прибьем.
готово. Я решила, что мне хватит 3. Пока я забивала эти гвозди, все вот эти вот бруски ни на миллиметр не пошатнулись, также крепко держатся. Уже высохли детали крыши. Вот мы их приклеили. Я не хочу насквозь вкручивать саморезы, и поэтому я воспользуюсь уголками. Вот это вот у нас брусок длиной 31 сантиметр. Это у нас брусок, который будет соединять одну крышу с другой стороной крыши. Вот так вот. Я воспользуюсь вот такими маленькими уголками. Здесь мы брусок передвигаем максимально кверху, но чтобы не выглядывали бруски. Уголки вот эти вот. А с этой стороны все закрепим уголками. Вот так вот. Не видно будет уголков. Нам нужно сейчас просверлить отверстие, чтобы бруски не лопнули, а потом крутим саморезы и закрепим все это. Нужно просверлить аккуратно, чтобы с другой стороны дырочки не было. Так, возьмем саморезики длиной 1,5 сантиметра. Нам нужно таких саморезов 8 штук. 4 уголка. Вот такая у нас конструкция получилась. И теперь мы будем соединять с деталями крыши. Располагаем. Очень крепко держит. Даже если кошки будут сверху вот здесь вот сидеть, все равно все выдержит. Так, теперь другую сторону. Что дальше? У нас есть каркас, у нас есть крыша, которую нам нужно сейчас установить на каркас. У нас здесь у каркаса есть небольшой дефект. У меня брусков не хватило, поэтому он такой немного с трещинами. Но я ее замазала жидкими гвоздями, поэтому это будет у нас задняя часть. Во. Сейчас нам нужно приклеить. Сюда мы накапаем жидких гвоздей, приклеим. После чего нам нужно будет просверлить вот так вот. Если вы хотите покрыть морилкой, то лучше жидкими гвоздями очень аккуратно использовать, потому что морилка не садится, если на поверхности есть жидкий, вот этот вот клей-момент. Я буду покрывать краской. Такие вот щелочки я тоже буду закрывать жидкими гвоздями. У меня есть шпаклевка, но она чересчур жидкая, мне не нравится ей пользоваться, поэтому я лучше воспользуюсь жидкими гвоздями. И захватываю прям рукой, вот так. Так, ну все, мы оставляем домик в покое пока, пускай весь клей просохнет, который мы вот закрывали всякие щели. И тогда мы уже будем просверливать. Ну что, мы попили кофе, немного подождали, пока у нас высохнет все, что мы залатали. Вот наш домик. Уи, какой красивый будет. Так, теперь нам нужно укрепить. Также берем сверло номер 3. Вот. Сверлим сверху 4 отверстия нам нужно сделать. А теперь мы поменяли сверло номер 7. Для того, чтобы сделать углубление, чтобы шапочка самореза у нас улеглась внутрь. Вот такие вот у нас углубления получились. Теперь вкрутим туда саморезы длиной 4,5 сантиметра, я думаю. Ну, вроде все отлично вошло. Что сейчас? Сейчас нам нужно закрыть эти углубления. Мы все углубления закрыли, заполнили клеем, и теперь нам нужно ждать, пока все это высохнет, подсохнет. Мы откладываем наш домик, наш каркас и приступаем к подушке. У нас есть 6 таких деталей, это 3 и еще в каждом по одной. Сейчас мы вот это вот откладываем и оставляем далее
34 на 42. Раскладываем их изнанка к изнанке и прошиваем вот эти вот 3 стороны, оставляя одну сторону открытым. Мы прошили 3 стороны, 1/4 сторона у нас осталась открытым. Теперь это откладываем. Берем одну деталь 38 на 34, раскладываем. И одну деталь 34 на 34. Раскладываем их друг к другу, лицом к лицу. Одну сторону ровненько складываем. И еще раз пополам. Ровно-ровно здесь положить. И прокладываем строчку сантиметровую. Так вот. И раскрываем. Вот так вот у нас должно получиться. Также соединяем вот эти 2 детали. Кстати, у нас должны чередоваться короткий, длинный, короткий и длинный. Получается, мы к длинной детали должны пришить короткую деталь. Так вот должно получиться. С этой стороны и с этой стороны. Видите? К длинной детали пришиваем короткую. Укладываем лицом к лицу, потом складываем пополам и прошиваем. Получилось. Мы соединили 4 детали. Здесь у нас получается короткая, длинная, короткая, длинная. Теперь нам нужно соединить оставшиеся и сделать такой круг цельный. Также складываем лицом к лицу, складываем пополам. Готово. Вот что у нас получилось. Что у нас дальше? У нас есть вот такой вот цельный круг. Дальше она будет таким прямоугольником. Подушечка у нас будет прямоугольная. И вот как раз дно. Нужно заполнить сюда наполнитель и наполнить наполнителем все вот эти вот 4 ячейки. И после этого мы уже соберем все вместе. Так, подушечку мы наполнили и уже я закрыла, прострочила также. Вот эти вот ячейки мы тоже заполнили. Я иголкой заколола. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно просто прострочить сантиметровым швом и закрыть все эти ячейки. Мы зашили наполнитель внутри. Мы вот этими швами наверх укладываем наши боковые подушечки и сверху укладываем подушечку, совмещаем швы. Вы можете прям заколоть, чтобы было удобно, и прошиваем. Тем самым соединяем эту подушечку с боковыми. Эту сторону вы можете окантовать, либо обметать, в общем, чтобы не распускалось. Ну что ж, немного подсохло, и теперь время красить. Как я уже говорила в начале, будет лежанка черного цвета. Нам нужна краска черного цвета. У меня есть в архивах вот такая вот краска обычная. Покупала в Леруа. Набор кисточек. Ну, вот этот вот. Здесь мы прибивали дно на гвоздики, и чтобы они не царапали, есть вот такие вот мягкие штучки. Я не помню, как они называются, все время забываю. Мы всю лежанку докрасили наконец-то. Я даже прошла второй слой тоже кисточкой. Не стала валик пачкать. И сейчас все это высыхает. У меня совсем не оставалось времени, и поэтому я смогла сделать быстренько только вот такую вот рыбку. Быстро-быстро. Но потом, когда у меня будет уже вдохновение и время, я сошью уже красивую рыбку. Но пока будет висеть такая.
feelings overflow. I don't really know what to, 'cause I'm a restless soul. Oh, here we go, feelings overflow. I don't know where to go, yeah, I'm a hopeless soul. Oh, here we go, feelings overflow. I don't really know what to, 'cause I'm a restless soul. Oh, here we go, feelings overflow. I don't know where to go, yeah. Вот такая вот у нас прелестнейшая лежанка получилась. Как вам? Пишите в комментарии внизу под видео. Также не забывайте ставить лайк и подписаться, если еще не подписаны. Эту лежанку можно сделать не только для кошек, но и для собачек маленьких, больших. Можно просто размер увеличить. А вместо рыбки сделать, сшить косточку, например. Вся необходимая информация будет внизу в описании прописана. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч и пока-пока.